Сегодня мы снова поговорим про выборы президента США. Точнее, про самого вероятного кандидата Джо Байдена. Байден – действующий президент, и выдвигается он на второй срок, так что его путь к победе на праймерис вроде как по всем законам жанра должен быть легким. Но, возможно, не в этот раз. Сегодня обсудим, почему рейтинг Байдена падает, как среди демократов, так и среди американцев вообще. А еще посмотрим, какие могли бы быть альтернативные кандидаты в президенты от демократов и каковы их реальные шансы обойти Байдена на праймерис. Прежде чем начнем, хочу анонсировать вторую часть нашего тура живых выступлений. Она начнется в Тель-Авиве 7 января, потом у нас Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин и Милан в январе. А еще в январе-феврале будут выступления в Барселоне, Варшаве, Лиссабоне, Вильнюсе и Хельсинки. Там предпродажа билетов пока без даты. Заходите на сайт по ссылке в описании, приходите, посмотрите, как записываются наши ролики, а еще мы поговорим про Россию 2000-х и как так вышло, что мы пришли туда, куда пришли. Ну все, начинаем ролик. Сразу оговоримся, проседать в рейтинге на третьем году президентского срока вообще-то нормально. То же самое было с Бараком Обамой, который начинал свое президентство при очень хороших цифрах, а к третьему году ушел в минус. То есть противников у него было больше, чем сторонников. И при этом Обама на второй срок все-таки избрался. У Байдена ситуация, конечно, хуже. Сейчас его рейтинг одобрения ниже, чем у всех президентов на том же этапе за последние 30 лет. Джо Байден в вопросах действительно проседает. Издание «Политико» получило 13 предвыборных соцопросов от разных фирм за последние месяцы и обнаружило, что в 11 из них результат Байдена ухудшился относительно предыдущих опросов тех же компаний. В опросах американцев спрашивают, за кого они планируют голосовать, за Байдена или же за Дональда Трампа, его наиболее вероятного соперника от республиканской партии. Сопоставимые цифры были разве что у самого Трампа, но у Байдена все равно чуть ниже. Чтобы оценить, насколько вероятно, что Байден сможет переизбраться, разберемся, в чем, собственно, причина непопулярности американского президента. На самом деле есть одна прям вот конкретная причина, почему Джо Байден нравится избирателям меньше. Это возраст. Байден самый старый президент в истории США. Ему недавно исполнился 81 год. В первый день своего президентства Байден уже был старше, чем Рональд Рейган после 2 сроков. И возраст Байдена сказывается. В интернете полно видео, где президент путает слова или падает, или что-то еще делает не так. Сторонники Байдена, конечно, говорят, что фокусироваться на его возрасте – это эйджизм. Но все-таки быть президентом США – это фактически самая важная работа в мире. И человеку, который ей занимается, надо быть здоровым. Мы здесь не будем ставить или отрицать какие-то диагнозы. Наоборот, скажем, что нет ничего удивительного в том, что человек в 81 год мыслит уже не так остро, как в юности. А избиратели об этом факте вполне себе беспокоятся и имеют на это полное право. Парировать здесь можно тем, что Дональд Трамп тоже не в расцвете сил, ему 77. Учитывая такое положение, было бы более логично, если бы против старика Трампа демократическая партия выдвинула молодого и энергичного кандидата, который каждый день ходит в качалку и на досуге играет в шахматы. Еще Байдена потрепали мировые конфликты. Сначала это был Афганистан. Заканчивать войну в Афганистане принял решение еще Трамп, когда был президентом, но выводить войска начали при Байдене. Сам по себе вывод войск в 2021 году был популярным среди американцев решением. Только вот процесс этот пошел сумбурно и выглядел почти как бегство. Под натиском Талибана американцам пришлось экстренно эвакуировать десятки тысяч гражданских и военных. Байден не был лично виноват, что афганская армия схлопнулась и все пошло не по плану. Но хаотичная операция проходила под его руководством, и избиратели, естественно, посчитали именно президента за нее ответственным. Потом началось российское вторжение в Украину. Сначала США четко показали, что терпеть агрессию не будут, и запустили поставки оружия в Украину, потом ввели мощные санкции против России, более серьезные, чем раньше. Американская публика все это поддерживала. Но война затянулась. Фронт застыл, и республиканцы-оппозиционеры начали задавать вопрос: а куда, собственно, мы тратим деньги? Конечно, поддержка Украины не такой значимый расход для американского бюджета, но как это выглядит? Представьте, вот у нас тут в США куча проблем, а президент отправляет деньги за океан на чужую войну. Отсюда недовольство и закономерное падение рейтинга Байдена. Теперь же началась война Израиля с Хамасом, и у Байдена политически просто не было хороших вариантов действий. К тому же коалиция Демократической партии состоит как из ярых сторонников Израиля, так и из тех,
кто всем сердцем поддерживает Палестину. Поэтому решение Байдена поддержать Израиль разозлило левый фланг партии. С другой стороны, встань он на сторону Хамас, что, конечно, быть не могло, но мы обсуждаем именно внутриполитическую сторону вопроса. Так вот, если бы он сделал так, он получил бы справедливый гнев центристов и вообще очень многих других. Может, он мог выбрать гордый нейтралитет? Но тогда на него обозлились бы вообще все за бездействие. Что бы президент ни выбрал, он бы все равно потерял часть сторонников внутри собственной политической партии, что, собственно, и произошло. Левые демократы Байдена обвиняют чуть ли не в способствовании геноциду. Проценты падают. А что там с экономикой? При Байдене в Америке сильно выросли цены на бензин, ускорилась инфляция. Обе проблемы в целом уже решились к сегодняшнему дню. Сейчас американская экономика в порядке, безработица сильно упала, зарплаты растут, а инфляция уже не такая высокая, около 3% вместо прошлогодних 8-9%. Но проблема тут не в реальной ситуации, а о том, что о ситуации думают избиратели. Ведь за прошедший период американцы уже успели сделать вывод, что при Байдене стало хуже. Конечно, президент не управляет экономикой лично и не может нажать на волшебную кнопку «сделать хорошо». Но он главное публичное лицо в стране, и ответственность за кризисные ситуации в экономике тоже возлагают на него. Если экономический рост продолжится, люди с большой вероятностью заметят позитивные изменения и припишут эту заслугу Байдену. Пока же среди избирателей укрепилось мнение, что из-за Байдена им пришлось тратить больше денег, а деньги в кармане граждан – это самый важный критерий оценки избирателями правительства в демократической стране. Может показаться, что решить все эти проблемы Джо Байдена как кандидата задача сложная, долгая и муторная. Что есть гораздо более элегантное решение, поражающее своей простотой – выдвинуть другого кандидата. Ну что нам этот непопулярный президент? Неужели у нас других кандидатов не найдется? Молодых, перспективных, незапятнанных. Короче, лучше, чем Байден. Другие кандидаты есть. И ходят даже слухи, что вот прямо сейчас они войдут в гонку на праймерис, победят старика Байдена, и будет у демократов все хорошо. Ну, давайте посмотрим на этих потенциальных победителей. В президенты часто прочат действующего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Это классический такой американский политик. Он даже внешне выглядит как герой карточного домика или последнего кандидата. Перспективы у Ньюсома в целом хорошие. У него не особо радикальные политические позиции. Он возглавляет самый населенный штат страны, который еще и является бастионом демократической партии. Ньюсом знает, что вполне может пойти в президенты и даже предпринимает некоторые шаги, напоминающие избирательную кампанию. Например, 30 ноября он участвовал в теледебатах с одним из республиканских кандидатов в президенты, Роном Десантисом. Но зачем Ньюсому избираться именно сейчас? Это вопрос другой. По политическим меркам Ньюсом вполне себе молод, ему 56 лет. Он уж точно значительно моложе, чем Байден или Трамп. Времени избираться президентом у него полно, и нельзя исключать, что он действительно выдвинется в 2028 году. Но выдвигаться именно сейчас – очень странное решение. Ньюсом – часть истеблишмента демократической партии, который поддерживает Байдена, потому что Байден – действующий президент и активно ведет собственную избирательную кампанию. Выдвинуться против Байдена значит сильно испортить отношения со всей партийной элитой. При этом шансы победить Байдена на праймерис невелики. Обойти действующего президента из своей же партии за последние десятилетия не удавалось никому. А те, кто все-таки решался, в итоге только создавали конфликт внутри партии и негативно влияли на ее популярность перед всеобщими выборами. Ньюсом все это знает и поэтому публично отказывается выдвигаться. Если захочет, то станет вполне себе достойным кандидатом с солидными шансами на следующий раз. Второй возможный кандидат реально выдвинулся на праймерис против Байдена. Это Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший или просто РФК-младший. Это племянник президента Джона Кеннеди и сенатора Теда Кеннеди, сын генерального прокурора Роберта Кеннеди. Выдвинулся он против Байдена еще в апреле. Проблема РФК-младшего в том, что известен он не как политик, а как антиваксер. Его основным занятием за последние десятилетия была борьба с вакцинами. Еще задолго до пандемии ковида РФК-младший утверждал, что вакцины провоцируют у людей аутизм. Когда начался ковид, Кеннеди сразу пустился в рассуждение о вреде вакцин. О том, что американское правительство хочет через них всех контролировать, что все это заговор и угроза простым людям. А этим летом он умудрился заявить, что вирус ковида сильнее влиял на белых и темнокожих людей, а на китайцев и, конечно, евреев влиял меньше. И все специально.
Помимо этого, в рассуждениях РФК-младшего проскальзывает конспирология про СПИД, мол, может, он и не от ВИЧ появляется, а вот чего-то еще. За такие взгляды Кеннеди полюбили избиратели с конспирологическим настроем, которые обычно вообще-то голосуют за республиканцев. А вот демократам Кеннеди не нравится, несмотря на свою знаменитую фамилию. В какой-то момент, изучив результаты опросов, РФК-младший понял, что шансов победить Байдена на праймерис у него нет, и просто снялся с демократических праймерис в октябре. Но не снялся с выборов в принципе, решив вести кампанию как самовыдвиженец. Перспектив ему это не прибавляет. В США двухпартийная система, и избраться кандидату не от одной из двух главных партий невозможно, практически никак. Такая двухпартийная система сложилась в США исторически, сейчас мы не будем обсуждать вообще как, почему и что это такое. Но отсюда берется эффект спойлера. Людям, может, и не нравится условный Байден, но если отдать голос за третьего кандидата, значит просто выбросить его. То же самое на выборах в Конгресс, на губернаторских выборах также и на всех остальных. Впрочем, кандидатуру РФК, самовыдвиженца, все же включают в соцопрос. В одном из таких, выпущенных в Reuters в октябре, Кеннеди набрал аж 14% голосов. Вопрос в том, у кого Кеннеди оттянет больше голосов, у Байдена или у Трампа. Учитывая консервативность его политических убеждений, вероятно, у Трампа. В любом случае, кандидаты от третьих партий обычно всегда теряют поддержку ближе к выборам, так что эта история не очень серьезной выглядит сейчас. Следующий кандидат с левого фланга Демократической партии – Дженк Уйгур. Он стал известен как журналист и ведущий прогрессивистского политического ток-шоу. Уйгур – кандидат не потенциальный и не бывший. Он официально выдвинулся в президенты и сейчас ведет кампанию против Байдена. Но перед ним стоят две проблемы. Во-первых, Уйгур – прям настоящий левый активист, но опыта в политике при этом у него почти нет. Прежним левым кандидатом в президенты последние два цикла был Берни Сандерс. У Сандерса достаточно плюсов, но, тем не менее, ему не удалось победить центристов на праймерис. Сначала Хиллари Клинтон, а потом и Байдена. Неопытному Уйгуру придется куда сложнее, уж тем более против действующего президента. Но это обстоятельство меркнет перед проблемой номер два. Дженку Уйгуру вообще нельзя избираться в президенты. Юридически Конституция США требует, чтобы президент был гражданином с самого рождения, либо родился на территории США, либо у родителей американцев. А у Уйгура гражданство приобретенное. Сейчас Уйгур активно судится и считает, что его недопуск противоречит Конституции, но суды займут годы, а Дженка Уйгура в этом году просто не пустят в бюллетень. Есть и другие потенциальные варианты, например, популярные демократические губернаторы Энди Бешир из Кентукки и Джош Шапиро из Пенсильвании. Но ни тот, ни другой прям решительных шагов к выдвижению своей кандидатуры не делают, несмотря на обсуждение. Причина та же, что и у калифорнийского губернатора Ньюсома. Нет смысла портить отношения с партией ради очень призрачных шансов стать президентом. Еще есть Джилл Стайн, лидер Зеленой партии США. Но мы уже говорили, что у кандидата от третьей партии шансов не просто мало, а призрачного. Все это означает, что реальных соперников у Байдена на этих праймерис просто не будет. Слухи о замене Байдена могут ходить сколько угодно. Но если он вдруг сам не решит отказаться от участия, то никаких серьезных препятствий на пути к выдвижению от демократов у него не будет. Конечно, есть вариант, что у 81-летнего Байдена резко ухудшится здоровье, и ему придется сняться с выборов. Но в распоряжении президента США лучшая медицина мира, да и из строя его просто так не вывести. Перспективы Байдена победить Трампа сейчас не особо радужные, но до дня выборов остался почти целый год. Это огромное время для политики. За год успеют произойти какие-нибудь скандалы и с Байденом, и с Трампом. В мире может разразиться новая война или очередной кризис. И все это будет влиять на уровень поддержки Байдена как действующего президента. Трамп же по-прежнему у американцев не особо популярен. Ему сейчас помогает то, что он не действующий президент и не несет ответственности за происходящее в стране. Да и в телевизоре он светится гораздо меньше, чем во время своего президентского срока. Но после окончания праймерис фокус внимания снова будет на нем, как на едином кандидате от республиканцев. Тогда-то американцы и вспомнят, насколько Трамп хаотичный персонаж. Очков ему это прибавить не должно. Похоже, президентские выборы 2024 года снова будут соревнованием двух не особо любимых народом политиков. Так уже было в 2016-м, и Трамп тогда победил просто потому, что Хиллари не любили еще больше. Посмотрим, кто выиграет конкурс непопулярности в этот раз. До завтра.
Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.